Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами вместе напишем маяк на закате и постараемся передать уже новую цветовую гамму. Поработать с интересной задачей совместить два референса. Традиционно начнем с карандашного рисунка, проведем линию горизонта. Она сразу задаст нам пропорции и покажет, сколько места будет занимать небо, а сколько вода. Примерно так, тихонечко пока. Наметим расположение будущего маяка. Какие-то постройки. Пока сильно не прорисовываю, потому что вдруг мы ошибемся с пропорциями, нам придется все корректировать. Тут у нас лодочки будут. Кораблик стоит. Сначала зададим ось маяка. Маяк у нас объект симметричный, поэтому любой симметричный объект мы изображаем с помощью вертикальной оси симметрии. Далее будем искать пропорции. Если вы не видите на глаз, можно измерить их карандашиком, приложив, и посчитать, сколько раз откладывается та или иная часть в маяке. Например, за основу можно взять вот это основание, вот эту постройку, да, и посчитать, сколько раз она откладывается в маяке. Возьмем чуть повыше. Не забываем, что она входит в точку схода по линии горизонта, значит, линии пойдут вниз. Сейчас измерим. Раз, два, 3-4 раза примерно. Это будет высота нашего маяка. Отмечаем высоту. Всегда проверяйте. Художник всегда ищет подсказки для себя не в линейке, а в других объектах, которые можно отложить. Или, например, сколько высота этого здания укладывается в ширине. Ширина у нас чуть больше. Не обязательно брать именно эти подсказки, эти пропорции. Вы можете взять для себя в качестве измерения что-то другое. Главное, чтобы вы понимали, что любые элементы взаимосвязаны, и их можно отложить друг от друга, посчитать пропорции. Это все влияет на узнаваемость. Особенно в маяках важны пропорции, ведь это у нас архитектурный объект. Архитекторы очень большое внимание уделяют пропорциям. Это одно из выразительных средств в архитектуре. Пропорции наше все. Так, вот такой маяк. Еще немножко уточню линии. Лучше потратить сейчас на это время, чем потом в акварели пытаться восстановить падающий маяк. Обратите внимание на угол наклона его стен. Вот таким образом. Здесь немножко сместим. Теперь можно наметить пальмочки. Относительно маяка уже легче выстроить все объекты и найти им место. Вот здесь у нас будет
мачта. Тут такие интересные провода. Сейчас это очень жестко, ярко не прорисовываем, потом еще акварелью все это сделаем. Вдруг нам захочется сместить в ту или иную сторону. Здесь тоже будет пальмочка. Мачта. Показываем яхточки. Очень много всего, но прорисовывать это совсем не обязательно. Примерно намечаем. Сейчас нам еще важно показать кораблик. Вот его нос. Наметим немного отражений. Так, вот здесь тоже будет что-то вертикальное. И в отражении тоже. Только основных элементов. Отражается у нас тоже относительно линии горизонта. Намечаем тихонечко отражение. Проведем дальше линию симметрии. Точно так же построим . Чуть уточним форму маяка. Здесь у нас будут волны. Но я думаю, здесь не стоит их прорисовывать, будем уже делать их акварелью. Ну что ж, друзья, приступим. Вот такой карандашный рисунок у меня получился.